Это расклад для тех, у кого асцендент или луна находится в знаке зодиака Лев. Итак, что ждет львов в сентябре 2022 года? Я возьму 6 карт из колоды Символон, что соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга. И это затрагивает все сферы жизни человека. Так, первая карта. По этой карте вы можете находиться в ситуации выбора. Какой именно выбор мы еще сейчас будем смотреть, открывая последующие карты. Но здесь выбор, наверное, между чувствами и разумом. Может быть, это связано с вашим партнером, может быть, это связано с тем, как вы относитесь в отношениях, что вам более важно в отношениях. Допустим, внешнее какое-то проявление любви или внутреннее. Что вам более важно? Чувственная сторона отношений или то, как партнер представляет вашу пару на публике, как он выглядит, да? Вот такие эмоции и чувства будут вас волновать в партнерских отношениях. Но, как я уже сказала, мы еще сейчас посмотрим, что это может означать более точно. В плане финансовых и таких более интимных дел, здесь, вы видите, выпадает такой всадник, и это говорит о том, что, возможно, у вас будут какие-то недопонимания и даже ссоры относительно финансов, и это может повлечь за собой ссоры с партнером относительно финансов в вашей личной жизни, а может быть, это даже не связано конкретно с материальной стороной жизни, это больше связано с тем, как вы по-разному смотрите на какие-то жизненные обстоятельства. Например, что важнее, в том числе и на что важнее тратить деньги, что важнее, что главнее, да, в жизни. Может быть, вы считаете, например, даже вот если взять эту карту, что вы должны больше проводить времени вместе, да, как-то более чувственная сторона вашего вопроса, интимность не хватает вам, да, в каких-то моментах, а он, наоборот, считает, что это может все подождать, и главное уделить внимание, например, работе, заработкам, какой-то активности каждодневной, вот такой. Или наоборот, вы можете выступать в роли такого человека, которому нужно будет куда-то успеть в сентябре, постоянно куда-то бежать, зарабатывать, или у вас в голове благие намерения, но возможно, что ваш партнер в сентябре будет воспринимать это как-то по-другому. Так, третий сектор. Здесь у нас изображение вдовы, да, карта вдовы, и это говорит нам о том, что, возможно, вам будет не хватать общения. Общение будет несколько скудным, либо вы, может быть, будете скучать по каким-то людям. Не исключено, что вы будете вспоминать о каких-то своих прошлых отношениях, прошлых знакомствах, и такое у вас будет настроение, как будто вам не хватает этого. Также эта карта может говорить о том, что вы, может быть, будете ждать ответа. Это может связано с какими-то документами, поездками, такими делами, что они могут задерживаться. И это тоже дает вам какие-то отрицательные эмоции или просто грусть, даже не обязательно, что вы будете грустить по каким-то несбывшимся, возможно, вашим планам, поездкам. Может быть, какая-то поездка не состоится, которая планировалась ранее, или отдых, что-то такое. Может быть, у кого-то это связано с учебой, что-то вас огорчит вот в этих коммуникационных моментах, с учебой связано. Может быть, если у вас есть дети, да, которые поступают куда-то или начали где-то учиться, им что-то не понравится, либо вам не понравится какой-то новый курс вашего обучения, потому что в сентябре мы часто начинаем какую-то новую учебу. Так, следующая карта – это такой воин Марс. Здесь у нас активная энергия Марса, но она говорит о том, что, возможно, вы будете очень активны в сфере карьеры, работы, а также в сфере вашего дома, что-то улучшать, возможно, предлагать какие-то новые идеи. Может быть, у кого-то это будет ремонт. У кого-то это может быть ремонт, у кого-то какие-то дела, связанные с работой, с начальством. А кто-то, да, в отрицательном положении этой карты может даже ссориться с родителями, как-то активно выяснять отношения с домашними. Вам почему-то захочется, чтобы все было, как вы хотите. И вот здесь, возможно, ссоры в семье, как в семейном кругу, так и с какими-то вышестоящими людьми. И, наверное, лучше не стоит активно продвигать какие-то свои идеи, такие далеко идущие планы, потому что это может обратиться против вас. Хотя энергии у вас будет много, здесь вам ее, конечно, бы лучше пустить на какие-то осуществления своих целей, но, возможно, вы будете действовать слишком жестко. И вот видите, да, эти две карты
которые говорят как раз о деньгах, о заработке, о работе, профессии дальнейшем, бизнесе. Вы будете прямо очень активны. Возможно, даже для кого-то это пройдет и неплохо. Но единственное, что будьте осторожны с документами, потому что в документах вам надо быть особенно осмотрительным. Да? Что-то может быть там с документами, какие-то вопросы решаться. Те документы, которые вы будете подписывать и в сентябре или получать, что-то там может быть не совсем верно. В секторе развлечений, да, здесь у вас тоже будет какая-то такая дилемма стоять, так же, как и здесь у нас первый, седьмой сектор, между чувством, разумом, долгом и моральный долг и тот долг, который мы выполняем, потому что так жизнь складывается, да, не все нам приходится в жизни следовать тому, что мы должны делать. Иногда нам приходится отступать от каких-то общепринятых моральных норм, даже, да, ну, надеюсь, это не часто, но все-таки приходится, чтобы продвигать свою идею, свою работу. И кому-то здесь вот по этим картам жить более легко, да, потому что ему везет по Юпитеру. И ему везет в этой жизни делать все так, как от него ожидается, или так, как у него какая-то поддержка есть, чуть ли не свыше, да, эта поддержка, а кому-то надо проявлять качества более такие, когда мы работаем, когда мы в чем-то себя обделяем, когда мы закрываем глаза на свои эмоции. И вот здесь, возможно, вам эмоционально будет хотеться одного, а в жизни будет другое. Либо вы будете так заняты какими-то обязанностями своими, что даже они помешают вам много радоваться. Например, вы занимаетесь каким-то творчеством, но чтобы оно продвигалось, вам, соответственно, нужно проявлять какие-то по Сатурну качества, да, то есть поступательно идти к своей цели. А когда мы можем идти поступательно к своей цели, особенно когда мы творческие люди, когда у нас есть вдохновение, да, может быть, у вас будут проблемы с вдохновением, может быть, у вас будет какой-то упадок сил, нехватка какой-то информации, которую вы обычно получаете, и все вам будет казаться такой тяжелой рутиной в сентябре, что даже, возможно, вы захотите покаяться, да, обратиться за помощью к каким-то высшим силам. Кто-то, может быть, у кого-то будет... Что такое пятый дом? Ведь это то, где мы получаем удовольствие. И вот не исключено, что именно в сентябре вы будете получать удовольствие от похода в церковь, ну, если совсем банально прочитать эту карту, либо от разговоров с самим собой, от того, чтобы покаяться в чем-то, да. То есть как-то вот такие отголоски 12-го дома, ухода в себя могут быть. Или вы можете осуждать себя за чрезмерно какую-то радостную жизнь, которую вы ведете. Что 12-й сектор, здесь карта неплохая, но она говорит о том, что, в общем-то, у вас все хорошо на подсознательном уровне, и со здоровьем тоже. Возможно, вы получите какие-то новости, если вы ждали ответа, например, от медицинских и других инстанций. Это будут интересные новости, но они будут носить такой характер отписки. Знаете, вот, например, если вы по этой карте начинали какие-то дела, я, кстати, не рекомендую вам в сентябре, да и вообще в течение месяцев до марта я не рекомендую вам начинать какие-то серьезные судебные процессы, да, потому что они могут заставить вас волноваться, и все, что вы будете получать, это будут просто отписки, то есть ваше дело не будет продвигаться так, как вы хотите. И вот сентябрь – это один из таких немного застойных месяцев, когда начинаются у нас ретро-марс движения. Но для кого-то, конечно, если у вас ретро-марс в гороскопе, это будет и продвижение в каких-то вопросах, да, у кого ретро-Юпитер, может быть, для вас и не будет это таким застойным месяцем, но все-таки здесь у вас могут приходить какие-то сообщения из прошлого или из каких-то инстанций, которые вам покажутся не совсем теми, которыми вы ожидали. То есть они такие больше характер несут, что да, вам ответили, но по факту-то не сильно ваша ситуация, дело продвинулась. Ну и что, может быть, еще и вы будете проявлять такие качества, что вы будете делать вид, что все хорошо, сами себе говорить, что все хорошо, а на самом деле вас могут и волновать какие-то процессы в вашей жизни, которые протекают у вас на более глубоком уровне. Может быть, что-то у вас там не складывается, да, мы это и по этим картам видим. Вообще хочу сказать, что символоны – это карты довольно глубокие, поэтому я думаю, что, может быть, дополним их еще картами из колоды Чиро Марчетти «Золотые мечты». И как совет для вас, львы, что можно вам посоветовать в сентябре, как лучше прожить этот месяц. Карта коса. Но она говорит о том, что от каких-то мелких неурядиц нужно избавиться, даже если они будут, они недолгосрочные. Чтобы вы не волновались о том, что если что-то у вас пойдет не так, или какой-то острый разговор, ссора, документ там какой-то пришел, какие-то препятствия, они могут закончиться довольно быстро, так же быстро, как они и начались. Вам можно надеяться, конечно, на своих друзей, на каких-то преданных людей, то есть поддержка у вас будет обеспечена в сентябре. Ну и карта гора – это какие-то, опять же, препятствия, но уже более такого серьезного уровня. Ну что здесь можно сказать?
Вроде бы я сначала сказала вам, что по карте коса препятствия быстро уйдут, да, но потом у нас выходит гора, и здесь уже я не могу так сказать. Возможно, будет несколько мелких событий, которые вы, если преодолеете, то как-то сможете лучше справиться с ситуацией, да, месяца, который у вас может нагромоздиться. А если вы будете много внимания уделять каким-то глупым мелочам, то, возможно, эта гора станет еще больше. Но здесь мы видим, что вы можете положиться на каких-то людей. Помощь к вам придет. Я думаю, что эта гора, видите, она тоже у нас покрывается картой лебеди, которая говорит о какой-то любви. Это, возможно, люди, которые любят вас, и они как-то вас будут поддерживать. То есть, если даже там у вас что-то будет затормаживающее, то это все перекроется любовью, взаимоотношениями. То есть главное вот такие чувства. А вот эти все текущие дела, проходящие, да, про которые мы каждый месяц говорим, и, конечно же, они могут быть у нас тоже в нашей жизни. Так что не обращая внимания на препятствия, вам нужно строить свои отношения. Я бы так прокомментировала этот месяц. Ну и давайте еще возьмем одну карту из колоды Moonology. Может быть, она тоже нам еще что-то расскажет интересное, как совет для вас, львы. И посмотрите, это полная луна в знаке льва. Но это прекрасная карта, которая тоже говорит о том, что вам нужно не бояться быть собой, проявлять качество льва. А что такое? Это яркость, это гордость, но и добросердечие одновременно. Не бояться быть на виду, показывать себя, проявлять свою силу характера в самые лучшие свои черты. И главное, гордиться собой. Вот такие советы для вас на сентябрь. Вы были на канале Татьяна Мин, Астрологи и Таро. До новых встреч!